Вы на канале Увлекательное вязание крючком. Сегодня вместе с вами мы свяжем очень красивый плотный узор крючком. Я буду вязать из пряжи Alize Baby Base батик. Вот так, цвет 66-60, 100 грамм 240 метров. Вот такой вот очень красивый цвет. И крючок у меня вот такой вот номер 3,5. Вот 3,5 миллиметра. Многим, конечно, эта информация не нужна. Многие пишут, зачем вы говорите. Но вопросов о пряже у меня гораздо больше. Итак, начинаем вязать. Приступаем к узору. Раппорт данного узора 2 петли. Я буду вязать 8 раппортов, поэтому наберу 16 петель. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 16 воздушных петель. Шестнадцать воздушных петель набрала. Далее будем вязать полустолбики с накидом. 2 воздушные петли подъема, накид, вводим крючок в петлю, захватываем нить и провязываем все 3 петли на крючке. Полустолбик с накидом. Накид, снова в следующую петлю вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем все петли на крючке. И так вяжем весь первый ряд полустолбиками с накидом. Итак, довязываем ряд до конца. Итак, смотрите, довязали весь ряд до конца полустолбиками с накидом. Второй ряд, вообще весь узор вяжется полустолбиками с накидом. Далее 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. И смотрите, дальше полустолбики мы вяжем за заднюю полупетлю. Вот это перепонка, и вот передняя, вот задняя стенка петли. Вот за заднюю стенку петли будем вязать. Делаем накид, одну петлю пропускаем, за вторую заднюю вот стенку петли вводим крючок, захватываем нить и провязываем столбик, полустолбик с накидом. Делаем накид и возвращаемся вот здесь, где была первая петля, вводим сюда крючок, захватываем нить и провязываем все 3 петли на крючке. Это 2 скрещенных полустолбика с накидом. Делаем снова накид и продолжаем. Пропускаем одну петлю, во вторую вводим крючок, захватываем нить и провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, ту петлю, которую пропустили, но смотрите, мы вяжем за заднюю полупетлю, не забываем, вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем все петли. Снова делаем накид, одну пропускаем, за следующую заднюю стенку петли захватываем и провязываем полустолбик с накидом. Накид и снова за заднюю полупетлю. И вот так вяжем скрещенные полустолбики с одним накидом весь ряд. За заднюю полупетлю не забываем. И вот так довязываем весь ряд до конца. Полустолбики с накидом за заднюю полупетлю скрещенные. Так. Накид. И довязываем ряд до конца. Так, петлю, которую пропустили. Вот,
смотрите, уже красиво, да? Мы закончили вязание. И заканчиваем, смотрите, одним полустолбиком за заднюю полупетлю. Вот. Провязали, да? Закончили. Раз мы начали полустолбиком, так и закончили. У нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот 8 скрещенных столбиков. Если вы вяжете по кругу, то, конечно, просто вяжете скрещенные полустолбики. Далее провязываем 2 петли подъема, разворачиваем вязание и весь ряд вяжем полустолбиками с одним накидом за заднюю полупетлю. Делаем накид. Вот она, задняя полупетля. Мы провязываем за нее, первую пропускаем. Вот, провязываем за нее весь ряд за заднюю полупетлю. Вот, видите, задняя. Вот за нее провязываем весь ряд. Итак, довязываем ряд до конца. Итак, вот смотрите, я довязала ряд, должно быть 16 полустолбиков. И далее повторяем. Снова ряд со скрещенными полустолбиками. 2 петли подъема, разворачиваем вязание, делаем накид за заднюю петлю. Вот одну пропускаем, во вторую вводим крючок и провязываем полустолбик. Накид. Теперь первый, который мы пропустили, в него вводим крючок за заднюю полупетлю и провязываем полустолбик. И вяжем точно так же, как мы уже один ряд вязали. Одну петлю пропускаем, за заднюю стенку петлю заходим и провязываем полустолбик с одним накидом. Теперь первую петлю, которую пропустили, накид, одну пропускаем, за заднюю стенку петли вводим, провязываем, накид, которую пропустили петлю за заднюю стенку, провязываем. И так вяжем до конца снова весь ряд. И вот повторяем 2 этих ряда и всегда вяжем за заднюю стенку петли. Сначала полустолбики с одним накидом, далее скрещенные полустолбики с одним накидом. И у нас всегда должно быть, вот если мы 8 раппортов вязали, значит у нас будет вот 8 скрещенных вот этих полустолбиков. И чтобы ровный край был, просто вот мы провязываем крайнюю петлю, полустолбик. Все. И повторяем. И смотрите, какая красота у меня получилась. Вот такая вот прелесть. Можно, мне кажется, данный узор приспособить где угодно. И кардиганы, и шапки, и снуды, я не знаю. Очень много всего. И сумочки. Это вот одна сторона. И вторая. Он просто идеально и классно смотрится с двух сторон. Просто потрясающе. Я его вязала и не могла остановиться. Плюс еще пряжа так хорошо, красиво легла. Смотрите, какая красота, да? Жду ваши комментарии, что вы скажете, что напишите. Понравился ли вам узор, чтобы вы им связали. Очень-очень интересно вас читать. И жду ваши лайки, комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.